Так. Эквилибрист. Долгожданное наше сравнение пиленных, которые на самом деле не являются пиленными, и брусков, которые действительно были выпилены. Давайте сначала мы похрустим, а потом я все подробно вам расскажу. Это у меня 3 кусочка. Можете поближе посмотреть в разрезе. Мелок, который называют пиленым, хотя это прессовка. И это стало мне еще более очевидно, когда я посмотрела срезы этих мелков под микроскопом. Когда ты пилишь, там срез совершенно по-другому выглядит. А когда ты прессуешь, очевидно, тоже он отличается. Это у нас Настена, Ватутин и Новый Оскол. Я неспроста выбрала эти жирные сорта для того, чтобы своим потом пиленным покушать, который сухой. Прессовочная машина тоже с разным давлением, поэтому прессованный мел может быть очень твердым. Как этот. С беремнитом, помните, который сох долго? Посмотрите на разницу, как здесь слоями укладывалась горная порода, и здесь, как он прям зернисто, зернышко к зернышку образовался в процессе прессовки.
разницу хруста, слышите? Доем Настену. Почему многие говорят, что сорта после распила меняют свой привкус? Они не после распила меняют свой привкус, а потому что изначально структура меняется у пыльного, у природного мела и у прессованного. Я не утверждаю, химический анализ я еще не делала. Вообще не знаю, нужно ли мне там. Потому что для себя я поняла, что это за мелок, почему он ровной там формой выходит. Возможно, при прессовке, я не знаю, опять-таки, не утверждаю. Можно добавить какой-то дополнительный склеивающий компонент. Крахмал из природных. Каолин. Можно не из природных. За счет чего вкус мела изменится, и ваш любимый сорт, он уже не будет похож на, там, не знаю, новый оскол, например, в кусковом виде, или вот в брусочках, да, прессованных. Я знаю даже, за что за станки вот делают такую колбаску прикольно прессованную, потом разрезают. Я погрызу и покажу вам еще наглядные пару примеров, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Я специально выбрала кусок с бельмитом, чтобы вы понимали, как часто в пиленных мелках, кто-то реально их пилит, там, я и еще другие ребята, попадаются вот такие элементы. В прессованном вы этого не найдете никогда. Пошли смотреть, в чем разница. Приступаем. У меня на тарелке 3 брусочка, 2 из которых вот такие стандартные, да, одинаковые размера, и один мы видим, что вот здесь у нас идет на убыль, то есть, соответственно, он как бы сделан бруском, но не доведен до идеального состояния. И когда я начала пилить, я задавалась вопросом, ну как же так, ну почему? Вот не получается такие, хотя и заготовки у нас под пиление достаточно ровные бруски. Пока я не обнаружила, не без помощи, честно скажу, очень такие очевидные вещи, скажем так. Вот смотрите, первое, что бросается в глаза. Пиленный, в котором я специально сохранила, это белемнит, да, пилы разрезали, и остался вот такой кружок вкрапления. В том числе ракушки попадаются постоянно так. Блоха, уходи. Даже вот здесь на срезе можем увидеть, вот там железо вкрапление или какой-то кусок ракушки тоже торчит. Потом какое-то там отверстие у нас вот тоже из-под чего-то вот здесь у нас было. Или отломилось. Но в любом случае, смотрите, вот такая слоистая структура. То есть наслаивается миллионами лет. И мы потом его распиливаем. И срез его, естественно, будет таким, соответственно, тоже слоистым. Вот здесь тоже какая-то, видите, как узорчатая штучка
в форме цветка. Берем теперь мелочек другой, который прессованный. Под большим прессом, под большим давлением, точнее, прошу прощения. Я его сейчас раскушу. Так. Он прям зернышко к зернышку. На срезе он, особенно под микроскопом, когда мы начали смотреть, съем мел. Он такими кружочками выглядит не так, как слоями, пластинками. Здесь он прям 1 к 1. В принципе, что уже подозрительно, в природе он не мог так образоваться. Нет никаких здесь очевидных ракушек. Я никогда не замечала, хотя я за этот год, не знаю, наверное, килограмм 500 через меня прошли, через мои руки. Потом, что здесь еще? Очень интересный факт. Смотрите, сейчас я возьму 2 кусочка. Пусть там стоит один. Обратите внимание. Вот она, пиленная поверхность, да? А вот какой-то желобок. Видите его? Вот он. Я сейчас ногтем проведу. Он выпуклый. Он в объеме, даже вот с этой стороны, если посмотреть, он такой выпуклой дорожкой. Видите? На одном бруске и на втором то же самое. Вот она борозда. Вот она идет. Сейчас я ее затру. Прям по центру брусочка. Если мы возьмем, еще я могу принести не 2 брусочка, а 3, 4, 5 и так далее, продолжить полностью ряд, мы увидим, что на каждом есть вот такая бороздка. Откуда она? Пилы ее не могут сделать. А при прессовке, видимо, когда идет момент вот этого прессования, есть какой-то выдавливающий компонент. То есть, когда эти там колбаски, грубо говоря, двигаются по трубам, из которых они вылазят, вот есть такой желобок, который оставляет характерный след. Можете на него еще тоже повнимательнее посмотреть на своих кусочках. Это не значит, что там это плохо или хорошо. Я тоже продаю этот мелок. Он у меня уходит, вот здесь дырочка, видите, пустота образовалась. Но тем не менее, там не ракушка, ничего, просто пустота. Так вот, это не значит, что там вот этот плохой, этот хороший, нет. Это вопрос о том, что как я поняла, что есть вот такие, значит, вещи, и как они разнятся. Вот, например, железо в каком может виде встретиться? Вот только полосочкой, слоем, который также спрессовали, и вот он останется, видите, на одном из брусочков. Также крошка при спрессовании и уляжется таким слоем, видите? Но это не будет каким-то вот таким вкраплением, которое в природе. Это вот просто крошечка ляжет так. Я продаю, как и тот, другой мелок. Особенно иностранцы любят вот эти бруски. Но теперь вы, по крайней мере, посмотрите, если у кого дома сейчас есть вот эти брусочки, неважно какого сорта, вы можете проэкспериментировать, даже обнаружить вот эти желоба. Пилы работают когда? Вот пила работала. Видите, у нее какой срез? Она такими кругообразными движениями идет. Здесь крошка прилипла, не видно. Вот даже на этой стороне. А здесь именно прям очевидный такой желобок, так называемый. Так что пишите в комментариях, кто, если найдет желобки, кто тоже, не знаю, там моментом сравнения может своим поделиться, по вкусу рассказать. Замечали ли, что пиленные вот такого формата мелки отличаются от природных, либо не отличаются. В общем, буду вас ждать в комментариях. Очень интересно с вами продолжить общение именно там.